Последние данные от газеты «Едиот Ахронот» раскрывают напряженный телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом при участии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Иранский министр начал разговор с дерзкого заявления: «Я здесь после того, как мы получили одобрение и благословение Маджтаба Хаминеи, чтобы закрыть это досье в кратчайшие сроки, при условии, что наши требования будут выполнены». По мнению политического руководства США и Израиля, такое вступление сигнализирует о непоколебимости Ирана и подчеркивает, что фактическим лидером страны является Маджтаба Хаминеи, независимо от того, признает ли это Дональд Трамп. Израильские СМИ активно распространяют информацию о том, что Аракчи подтвердил готовность пойти на переговоры при условии выполнения требований Тегерана. По данным ИНЕТ, звонок был произведен с одного мобильного телефона в Тегеране на другой в США, а рядом с Уиткофом находился Джаред Кушнер. При этом присутствовали высокопоставленные представители 2 из 3 стран, вовлеченных в конфликт, тогда как третья сторона, Израиль, не получила даже официального отчета. Сам Дональд Трамп заявил: «У нас были очень серьезные переговоры. У нас есть основные пункты соглашения. Я бы сказал, почти по всем пунктам достигнуто согласие». По данным инсайдеров, США подготовили план из 15 пунктов для Ирана. Первый пункт – отмена всех санкций. Второй – помощь США в продвижении и развитии гражданского ядерного проекта для генерации электроэнергии. Третий – устранение угрозы повторного введения санкций. Четвертый – замораживание ядерной программы Ирана в согласованной структуре. Пятый – обогащенный уран остается, но под международным контролем и в согласованных пределах. Шестой. Ракетная программа будет рассмотрена на более позднем этапе с ограничениями по количеству и дальности. Седьмой. Использование ядерной программы ограничено только гражданскими и оборонными целями. Восьмой. Развитие существующих ядерных возможностей прекращается. Девятый. Никакого дальнейшего расширения возможностей по обогащению урана. 10. Запрет на производство оружейного ядерного материала на территории Ирана. 11. Весь обогащенный материал будет передан МАГАТЭ в согласованные сроки. 12. Объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо должны быть выведены из эксплуатации. 13. Введение механизмов международного мониторинга и проверки. 14. Постепенная реализация плана будет зависеть от соблюдения обязательств. И 15 пункт – дополнительные региональные и безопасностные договоренности между сторонами. Злые языки утверждают, что иранскую сторону в переговорах представляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, известный консерватор, который ранее угрожал США, Трампу и Израилю крайне жесткими мерами. Однако пока это остаются слухи, и доверять им без доказательств нельзя. Тем временем Трамп выражает замыслы, вызывающие больше вопросов, чем конкретики. Он планирует управлять Ормузским проливом совместно с Ираном и намекает, что не хочет видеть Маджтабу Хаминеи в качестве лидера страны. В целом официальной конкретики нет, одни слухи. В Вашингтоне обсуждаются различные варианты военного вмешательства, но единого утвержденного плана нет. Среди рассматриваемых сценариев ограниченная наземная операция для контроля ключевых объектов, таких как нефтяная инфраструктура и стратегические точки Ормузского пролива. Также возможны рейды спецназа с конкретными целями, например, захват или уничтожение ядерных материалов, контроль судоходства в Ормузском проливе с присутствием морской пехоты, захват и защита стратегических объектов, ограниченные кампании с удержанием территорий и полномасштабное вторжение, которое считается наименее вероятным из-за размеров Ирана и его военной мощи. По мнению бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, только Иран, Россия и Украина по-настоящему готовы к такой войне.
Война в Украине изменила подход к ведению боевых действий, и теперь Иран испытывает аналогичные методы. Если конфликт перейдет в стратегию войны на истощение, стороны столкнутся с катастрофическими последствиями. Дроны и технологии зоны поражения делают невозможными массовые действия людей, а вся территория фактически находится под контролем технологий. По данным The Washington Post, США и Израиль рассматривают возможный финал конфликта как борьбу за контроль над Ормузским проливом и ключевыми энергообъектами. Цель смещается с попыток смены режима на разблокировку пролива, что позволило бы объявить победу и снизить глобальный энергетический кризис. На текущий момент до 3000 судов застряли у Ормузского пролива из-за ограничений, введенных Ираном. В ответ США перебрасывают дополнительные силы в зону ответственности Центком к дню истечения ультиматума Трампа, конечной датой которого является 27 марта. Ранее обозначенное им как крайний срок, отведенный Ирану для открытия Ормузского пролива. В регион войдут USS Триполи и USS Нью-Орлинс с 2200 морпехами 31-го экспедиционного подразделения. В Иране произошли кадровые изменения. Мохаммад Багир Залгадр назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности вместо погибшего Али Лариджани, что отражает усиление линии жестких консерваторов. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган резко высказался по ситуации вокруг Ирана, подчеркнув, что страна не хочет, чтобы эскалация переросла в затяжную войну на истощение. По его словам, война Израиля бьет по глобальной стабильности, и страдают все, а не отдельные государства. Эрдоган обвинил израильское руководство в создании сети массовых убийств и призвал остановить это ради мира и безопасности человечества. Он также заявил о необходимости смелой дипломатической позиции и предупредил, что радикальная линия Израиля не должна сорвать переговоры. При этом остается открытым вопрос, почему нефть из Азербайджана по-прежнему идет в Израиль через Турцию, несмотря на эскалацию. Ситуация вокруг Ирана остается крайне сложной и запутанной. Переговоры, угрозы и возможные военные действия переплетаются с политическими интересами и региональными амбициями, и пока реальное развитие событий остается непредсказуемым. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.